В общем, я пришла с зарубежного Sonic Туба, просто злая, как волчара, чего обычно никогда не происходило. Но тут... Короче, наверняка вы знаете об игре Sonic 2006 и о принцессе Элис, являющейся одним из ключевых персонажей. На нашем суровом русском Sonic Тубе я не видела ни единого видео, посвященного Элис, разбора ее персонажа или хотя бы чего-то, но на зарубежном ютубе несколько имеется. И в основном там лишь говорят о том, какой же это плохой персонаж, ужасный, просто так... Да как можно было придумать это, как можно было это пропустить? Да она же бесполезна, даже ходить не умеет, и выглядит как какая-то жижа. Все. Хватит это терпеть. Я вступаюсь на защиту милашной принцессы. Я уже не раз говорила и показывала, что положительно отношусь к Элис. Посвящала ей МВ и недавно даже парт для одного мэпа. Внешне она очень даже хороша и мила. Да, в основном только в CGI-сценах, но знаете, за качество модели СНГ пинать в принципе не имеет смысла. Все мы знаем, что у игры были сжатые сроки, и многие вещи банально не успели допилить или отполировать. И думаю, модели тоже не исключение. Также это вполне могло зависеть от освещения, с которым, скорее всего, тоже возникли какие-то проблемы. Также она не обделена историей и просто неживым картоном на фоне не является. Ну и нежный голос Майи Сакамото, полностью завершающий ее милый образ. Ща я опять задену чувство любителей английской озвучки. Да. Но отыгрыш Лейси Чаберт мне не нравится от слова совсем. Вот он, наверное, и является причиной того, что Элис считают совершенно безэмоциональным камнем. В общем, сейчас я буду брать аргументы, говорящие о том, что Элис просто обалдеть какой отвратительный нелогичный персонаж из видео Чао Микса, и естественно буду их оспаривать. Это не ответка автору и ничего в этом роде, я даже куски из видео использовать не буду. Лишь буду говорить о приведенных аргументах. Их, по сути, и так приводят все Элис-хейтеры. Итак, Элис приходилось 10 лет сдерживать слезы, то бишь ни разу не плакать, дабы не выпустить наружу заточенное в ней пламя бедствия. Или как еще это можно перевести? Я всю жизнь говорю Flames of Disaster, не парюсь. Так вот, аргумент здесь таков. Это нереалистично. Да, конечно, это нереалистично. Я сама могу разрыдаться абсолютно над чем угодно. Каждый раз, когда я пересматриваю какие-то свои любимые фильмы или мультфильмы, я могу начать плакать на 20-30 минуте, даже если там не на чем плакать, по сути. Но, чуваки, блин, у этой игры хоть и самый реалистичный сеттинг из всех сониковских игр, но это не значит, что она с ног до головы должна быть реалистичной в плане сюжета. Тут есть путешествие во времени, множество антропоморфных животных, которые то бегают на скорости звука, то летают с помощью своих хвостов, то имеют силу психокинеза или владеют огнем. Здесь тьма всасывает чужую тень и принимает ее образ. Здесь Иблиса, вот это вот огромное огненное чудище, запечатывают в чем-то теле. Но нет, знаете, это другое. А вот не плакать 10 лет... Так, Элис. Далее, не уходя далеко от того, что ей приходилось 10 лет не плакать, идет пунктик про то, что она, мол, безэмоциональная. Но вы как бы уж извините! Ей пришлось закрыться в себе, дабы опять же сдерживать слезы. Она росла без родителей и друзей, максимум со слугами, и уже с раннего возраста правила страной. Я более чем уверена, что она, прям как я, не получила совершенно никакого удовольствия от, скажем, подростковой жизни, когда все тусят, веселятся, влюбляются. Нет, этого не было. Так и неудивительно, что она поначалу такая. И опять же, английская озвучка. Как же это прекрасно. Как вдруг внезапно за ней начинает гоняться доктор Эггман. В этот момент ее жизнь превращается просто в какие-то американские горки. Похищения, которые, к слову, как-никак влияли на нее. Вы посмотрите, как дергаются ее нижние веки в некоторых сценах. Она буквально была готова расплакаться несколько раз на протяжении всей игры. А это значит что? Что эмоции у нее есть. Но в этот же момент в ее жизни появляется еще один персонаж – Соник. Он спасал ей жизнь, подарил незабываемые приключения и научил ее радоваться жизни. Почувствовать себя в кои-то веки не просто принцессой, которая провела полжизни в стенах замка. И вот она уже смеется, радуется и даже обретает уверенность в себе. Так, о какой там безэмоциональности речь-то шла, а? Следующий пункт касается ее игровой модели. Мол, она выглядит так, словно ее окунули в масло. В принципе, по поводу этого я уже говорила. Игра и многие ее аспекты недопилены, и это вполне могло отразиться на качестве модели и освещения. Кстати, я вот не понимала, почему некоторые CGI-сцены в игре используют игровые модели персонажей. Но в последнее время я считаю, что это также могло быть связано с сжатыми сроками. Мол, банально не успели их допилить. Может, игровые модели использовались как плейсхолдеры или анимейшн-хелперы, и в процессе должны были быть заменены на те более качественные модели, что были в самых первых сценах каждой кампании. И по этой же причине у Соника все нормально с рукой, хотя там должна была быть какая-то рана. В любом случае, этого мы никогда не узнаем. Окей. Дальше дизайн. А конкретнее одежда. В целом многих раздражает только одно – ее колготки.
Ну, вообще, я сейчас еще один прикол скажу. Символ Соляны, страны, которой правит Элис, орел. И это весьма нетрудно понять, если у вас есть глаза. Так и сам образ Элис по сути своей напоминает птицу. Вот вам и банальная причина коричневых-оранжевых ног. Да, может это все равно выглядит странновато, но со смыслом. Да и вообще странно она выглядит опять же только в игровых катсценах, а об этом я уже говорила. А еще ее образ соблюдает каноны персонажей Соника. Она носит перчатки. Unlike someone. Да. Я всегда найду повод приплести Салли и лишний раз выплеснуть на нее гнев. Дальше был еще один пункт про корявенький motion capture, но это касается всех персонажей, и сам мокап сделан в целях экономии времени. Ведь, камон, если бы игру анимировали вручную, то большая часть катсцен была бы недопиленной, и все бы, наверное, в T-позах стояли. Далее наезд на ее вечные похищения. Для начала, это явно не вина персонажа. Камон, что он нам может сделать против этих гигантских рук, которые внезапно ее хватают? Рассечь их каким-нибудь дзюдо? Кажется, люди за реализм топят, а это было бы нереалистично. В жизни вон тоже девушки порой не могут избежать похищения. И что, они в этом виноваты? Ну и я как минимум сомневаюсь, что ее растили как какую-то боевую девицу. Во-вторых, это в принципе показывает, насколько сильно Эгману нужна Элис, а точнее пламя, запечатанное в ней. Да и вообще вам, как игроку, все эти похищения хотя бы дают повод побегать по новым локациям. О, и... это очень похоже на ситуацию с изумрудами хаоса в первом адвенчере. Вот только-только Соник находит изумруд, как его тут же каким-то образом турит Эгман. Но что-то я не припоминаю, что повод из этого бомбило. Ну да, эти сюжетные моменты могли быть реализованы куда лучше, но... вы знаете, что пришлось пережить этой игре на стадии разработки. Со следующего меня, простите, вынесло. Момент с ее смертью. Мол, мы ее спасаем, а она берет и дохнет. Как будто, блять, это ее вина, а не корабль Эгмана, вышедший из-под контроля. О, извините, мы ведь сами выбираем, когда нам, блять, погибнуть. Простите, что вас так этим бесим. Почему Элис не может, ну, там дать отпор Эгману, ударить его и сбежать? Бля, вот все такие простые. Да. Да, конечно, а давайте! Она находится на базе с кучей роботов, ловушек, просто опасных мест. И прямо рядом с ней стоит безумный ученый с 300 IQ, управляющий этими самыми роботами. Да, давай попробуем дать ему отпор, будучи совершенно беззащитными в данной ситуации. Это, блять, как маньяку с наставленным на тебя дулом пистолета угрожать, ей-богу. Ну... по крайней мере, это касается только второго похищения. Во время первого она как минимум не могла бы никуда сбежать, потому что, ну, она находилась в пустыне. Да и пунктик с роботами никто не отменял. Во время третьего похищения она уже предприняла попытку сбежать, и ей это даже удалось, хоть и не без помощи Эми. А сделала она это потому что, как она сказала, если просто ждать, ничего не изменится. Однако это то, чему научил ее Соник. В 4-й раз ее застают врасплох. В 5-й раз она сдается сама, ведь и речь шла о безопасности ее подданных. С ее стороны это был хороший поступок, но все равно продолжают ее ненавидеть. Далее... да даже то, что Соник носит Элис на руках, для кого-то пиздецкой какая проблема. Чё ж она сама не пробегает эти ебанутые, запутанные, перепутанные уровни? Или вот этот вот моментик, а? Ну давай, Элис, у тебя же ноги есть! Прыгай по обломкам ебучего корабля! Знаете, сейчас не в тему, но прям сцена из второго адвенчера вспоминается, где Руш-Флаву падает. И все такие: а чё ж ты не взлетаешь, у тебя же крылья есть! И похер, что она падает спиной вниз и просто физически не может взлететь. Хотя да, она может перевернуться в воздухе и взлететь, но есть и шанс того, что она не успеет этого сделать. Ведь скорость падения довольно быстрая, а расстояние небольшое, поэтому Наклз должен был ее спасти, окей? Ибо достало уже это. И вообще, что в этом, черт возьми, плохого? Таким образом, Соник быстро сможет доставить Элис в безопасное место, чего на своих двух она бы не успела и не смогла бы сделать. Ладно. Простите, что меня так разрывает уже, я постараюсь успокоиться. Последнее. Отношения между Соником и Элис. Давайте для начала вспомним, что еще во время разработки первой игры Сонику планировали сделать человеческую подружку, Мадонну. То бишь, по сути, подобные отношения в этой вселенной норма. Да вообще все антропоморфные животные, подчеркиваю, антропоморфные животные, по сути, являются людьми. Выглядят как животные, но имеют человеческие качества. Это легко понять, блин, у них даже годы жизни человеческие. Это всего лишь разные расы, и прикиньте, у людей тоже есть разные расы, и представитель одной расы может иметь отношения с представителем другой расы. Вау! Я лично предпочитаю считать отношения Соника и Элис просто дружескими. Но все же факт в том, что Элис и могла искренне влюбиться после всего, что было. Но в любом случае ни о каких отношениях речи быть не может, ибо Сонику это не нужно. Камон, у него другие цели, он свободен как ветер, и отношения явно будут чем-то лишним. По этой же причине обделена и Эми. Да, простите, дорогие СНМщики. Однако все равно находятся какие-то словно недалекие люди, кричащие, мол, человек влюбился в ежа, софизм какой-то. Хотя, по-моему, разница между неразумным ежом и антропоморфным как бы очевидна. Ребят, это нереальная жизнь, это вымышленный мир с вымышленными правилами. И вот этот вот хейт происходит в мире, где был создан пейринг Шедре и пользуется довольно обширной популярностью. Лицемерие.
Класс. Есть пары и постраннее как бы. Ладно, финальная сцена. Ощущение, что всех поголовно бомбит с этого. В общем, я решила погуглить поцелуи в сказках и их значение. И да, в сказках, потому что эта история, прям сказочная. Поцелуй – обмен дыханием, объединение двух миров. Дыхание мудрого сознания вдыхает в спящую душу способность различия истинного и ложного. Выдыхает ясность бытия и аромат своей победы над зарослями иллюзий. То есть, что получается? Изумрудами хаоса удалось призвать душу и вернуть ее обратно в тело. Но поцелуй был нужен, чтобы ее пробудить. Совсем как в «Спящей красавице» или «Белоснежке». Разве что тут обмен ролей произошел. И все. Чё такую панику тут устроили? Просто думайте об этом как об искусственном дыхании, что ли. Подумать только, стоит лишь слегка разобраться в вопросе, и становится ясно, что нет тут никаких мерзостей. Как бы, каждому свое. Однако я, как человек, не любящий романтические отношения вообще, и больше умиляющийся с братско-сестринских, совершенно нормально воспринимаю все, что происходило в этой игре. И да, я всегда считала и буду считать, что Соник должен быть о приключениях без всякой там романтики. Однако в этой игре приключения все же есть, а отношениям все равно не суждено быть. И последнее, о чем не было сказано в видео, из которого я все время брала аргументы, но многие тоже иногда его приводили. Финальная сцена перед тем, как Элис задула пламя Соляриса. И все такие, ясно, какая там свой боже. Я же в этой ситуации ставлю себя на место персонажа и прекрасно ее понимаю. В раннем детстве она потеряла родителей и росла совершенно одна, не позволяя себе пролить слезы. И вот происходит событие игры, где ей пришлось пережить не одно похищение, но и встретить, возможно, первого за всю жизнь друга, который стал ей очень дорог, ведь он смог подарить ей смысл жизни, стать смелее, идти на все во благо своей страны, которую она любит. Затем его убивают прямо на ее глазах. И это было ударом. Тогда уже было невозможно сдерживать слез. Однако не без помощи остальных его удалось вернуть. И преодолев все трудности, остается только одно – избавиться от Соляриса. Но цена велика, ведь задув пламя, все события последних дней, все приключения, все то, что сделала Элис совершенно другим человеком, будет забыто, стерто. И теперь она не может сдерживать слез. И из ее уст вырываются совершенно необдуманные слова, вызванные эмоциями. Но в конечном итоге она понимает, какой выбор будет правильным, и задувает пламя. Все на эмоциях могут сказать что-то неправильное, что-то глупое, но в душе они понимают, что есть правильное решение. И пусть теперь эта принцесса дарует миру свою искреннюю улыбку и мудро правит своей страной. Пусть они никогда и не вспомнят в следующих играх. Если вы, как и я, считаете, что этот персонаж незаслуженно получает весь хейт, или хотя бы отчасти, я буду признательна, если вы постараетесь распространить это видео. Также можете писать свои мысли в комментариях. А я на этом заканчиваю. Thanks for watching. Sayonara. 終わりましたよ。燃やせ。燃やせ？ここをですか？そうだ。From the sound, the world is spitting out. Only love can save me.